Всем большой привет! Меня зовут Кристина, вы на канале Вязание. В воскресенье должно было выйти видео на моем канале, но оно не вышло. Сложно объяснить почему, но если опустить все моменты, все подробности, да, то, можно сказать, плохо себя чувствовала, мне было лень и не было настроения снимать. Но я снова встаю и снова снимаю. Вообще подключилась просто показать свои масштабы бедствия. Да, я не знаю, как так вышло, но смотрите, что у меня происходит. Собрала я сейчас все в кучу. И смотрите. Вот. В общем-то, это мой заказ, который почему-то у меня немножко как-то подвис. Я вообще не могу объяснить, почему. Ну, как-то вот в этом месяце у меня хорошо все вязалось. В принципе, связано очень много, но ничего не собрано. Про последнюю неделю я вообще просто молчу, да. Ну, в общем, было не до шитья, ни до чего. Вот. Но, в общем-то, заказ я весь полностью связала, и мне теперь осталась сборка. Буквально вчера я начала уже так немного собирать. Это я пришила сердечки вот эти вот. Собрала 2 детальки до кучи. Глазки вставила, носики. А в предыдущем видео я показывала только заготовочки этих игрушек. Но у меня к этим игрушкам еще нужно вот пришить хвостик и ушки. Ну, понятное дело, все детали у меня есть. И смотрите, здесь у меня еще детальки на единорогов. И рога здесь, и грудки для уточек у меня. Здесь у меня тоже заготовки для маленьких уточек. Здесь ушки, хвостик для котика. Также здесь детальки для жирафика. Здесь кудряшки для единорогов. Здесь, соответственно, жирафики и единорожки. Заготовки, да, вот все в таком виде. В принципе, ничего не поменялось. Здесь также заготовочки. И связаны у меня еще уточки. Уточек я вроде бы не показывала. Здесь маленькие уточки и большие. В костюме зайчиков. В костюме пандочки. Это будет котик. Но видите, как... Ну, в общем, только заготовки. И, возможно, кто-то заметил разницу с предыдущими уточками. Это у них вот такой вот клювик. Вот. И у больших тоже. Но только у больших он побольше. Так, если сейчас получится. Да, вот, смотрите. Так. Ну, в общем, падает. Не очень удобно снимать все одной рукой. Вот такие вот клювики. Они на безопасном креплении. Там заглушечка. Все удобненько, хорошо. Но непривычно. Непривычно, что не нужно пришивать. Вязать этот клювик. Вот. В общем-то, теперь несколько дней я буду все это дело шить. Пришивать, оформлять. Так, не падайте. Ну и, как видите, работы довольно-таки много. Ну, я сама виновата. Не знаю, в общем. Сама дотянула до последнего. Вот теперь мне это нужно все шить. У меня сроки до конца месяца. Сроки я сама себе поставила. И я очень рада, что я сделала сроки с большим запасом. Ну, честно говоря, я думала, что до 20 числа, ну, максимум до 25 я это все дело сошью, соберу и уже отправлю. Ну, вот хорошо, что у меня есть в запасе немножко еще времени, и я успею до конца месяца все это оформить.
В общем, не знаю, буду ли я подключаться в процессе сборки, но в конце я обязательно покажу все готовые работы, которые у меня получились. Так что увидимся в следующем подключении, когда у меня уже покрасивее будет на столе. Хотя и сейчас очень ярко и красиво, но просто не совсем то, что должно быть. Все, увидимся в следующем подключении. Снова всем привет! Наконец-то я подключаюсь за чистым столом. А это значит, что я закончила свой заказ и мне есть что вам показать. Начну я показ с бесплатных мастер-классов. И кажется, в заказе только одна игрушка по бесплатному мастер-классу, а остальные будут по платным. Еще раз и многочисленный раз я повторюсь, что все ссылочки на платные, бесплатные мастер-классы, на все-все будет под видео. Там вы найдете всю информацию нужную для вас. Ну, если вдруг я все-таки что-то забуду, то пишите, конечно, да, в комментариях. Но если ссылка была в описании, я отвечать не буду. Не обижайтесь. В общем-то, как есть. Так. Первое, что хочу показать, это вот такие вот жирафики. К сожалению, я не смогу назвать авторов, потому что я их всех не запоминаю. Но, как я уже сказала, ссылки обязательно оставлю. Помню только, что жирафик называется Мару, и это бесплатная схемка. Игрушечка получается довольно-таки большая. Я где-то потеряла свой метр, как обычно, и поэтому будем так измерять. Я измеряю игрушку полностью. Кто-то, знаю, не измеряет рожки, либо ушки, но я рожки тоже вязала, тем более я их пришивала, поэтому они у меня входят в размер игрушки. Итак, смотрите, игрушечка получается 28 сантиметров, здесь вот 29, ага, а тут целых 30. Ну да, 29-30 сантиметров. Этот почему-то поменьше получился. Ну, ничего страшного. Эти игрушечки дались мне довольно-таки сложновато. Вот. Сзади я пятнышек никаких не делала, вязала все, как было в мастер-классе. Ну, точнее, там не мастер-класс был, а просто описание. Пятнышки я пришила хлопковой ниточкой. Ручки здесь ввязываются. Ушки пришивала, рожки пришивала. Ну и, по-моему, все. Глазки на безопасном креплении. Цвета пряжи тоже не буду называть, потому что не вижу в этом смысла. Просто берете моточки, которые вам нравятся по цвету, и вяжете. Единственное, что этих жирафиков я вязала из пряжи Ярнар Дольче, и поэтому они такие побольше у меня получились, потому что, ну, из Дольче у меня всегда игрушки побольше получается, там более плотная пряжа. Вот. Глазки я ставила немножко подальше, потому что в мастер-классе глазки стоят вот здесь вот на стыке, и это мне не совсем нравится. Ну, как-то глаза прям возле мордахи, ну, как-то не то. Ну, вот так, я думаю, нормально. Можно было даже на один рядок сюда переставить, да. Ну, уже я одному поставила и решила всем так делать. Вот такие вот ноздри крестиками вышила. Вот. Ну, в принципе, больше рассказывать нечего. Далее хочу показать также еще жирафиков. Вот такие вот милые жирафики.
Возможно, кто-то уже их вязал. Да, в принципе, предыдущих, наверное, кто-то вязал, так как мастер-классы не совсем новые, а довольно-таки старенькие. Здесь у меня вот так вышит ротик. Реснички, бровки. В принципе, здесь у меня абсолютно все по мастер-классу. Мастер-класс платный. Ссылочку на сайт автора я вам оставлю. Вот. Здесь у меня вот такие классные глазки. Ощущение, что они как будто бегают и смотрят за вами. Игрушка довольно-таки большая. Давайте измерим. Вот так получается 30 сантиметров с рожками. Вот так. Ну, там миллиметрики я уже не буду считать. Вот так, 30 сантиметров. Ну, а так я не знаю, есть ли смысл мерить. Ну, в районе 12. 11, 12. Так. Такая вот игрушечка. Смотрите, голова здесь вот так можно крутить ее. Она как бы, как сказать, на шарнире. Да, все там вывязывается. Очень интересный мастер-класс. Можно для фотографии повернуть, как вам нравится. И будет вот так вот игрушечка выглядеть. Здесь игрушка, в принципе, цельновязанная. Ну вот тело, да. Голова потом привязывается. Голова не пришивается. Она, ну, таким специальным образом вывязана. Так что, получается, она вертится. Пришивается мордочка, ушки, рожки, пятнышки. Ну и хвост там легко привязать. Довольно-таки интересная, быстро вяжется. Мне очень понравилось. Если будут заказывать еще, буду еще таких вязать. Вот. Ну, в принципе, даже больше не знаю, чего рассказать. Рассказала. Пряжа Ернар Дольче. Ну и, в принципе, больше сказать нечего. Вот. Как-то так. Далее у меня были связаны единорожки. Я показывала в предыдущем кусочке, что у меня была куча заготовочек и ничего не собрано. Ну вот, наконец-то я их собрала. Здесь у меня более светлые, чтобы не заморались нигде ничего. Корзиночки. Ну, а эти вот так. С этими проблем не бывает. Здесь 3 кудряшечки. Здесь 4 кудряшечки. Мастер-класс того же автора, что и жирафиков. Ну, автора я помню. Это Мария Штурникова. Магнолия Тойс. Но я думаю, все знают ее. Довольно-таки популярный автор. Вот. Ссылочка будет в описании. У нее очень много мастер-классов, по которым у меня заказывают игрушки. Таких единорожек я уже показывала на своем канале, но у меня очень много новых подписчиков, поэтому рассказываю. Игрушка цельновязанная. Вывязывается даже во время вязания носик. Точнее, он как бы ввязывается. И видите, получается ровненько посерединке. Далее на нитяном креплении вот такие вот крылышки. Ушки пришиваются, рог пришивается, ну и кудряшки привязываются. Но если вязать кудряшки одним цветом, то можно, в принципе, просто присоединять за голове и по кругу вязать. Вот, но так как здесь была смена нити, каждый раз новый цвет, то, ну, в общем, я привязывала. Вот такая замечательная игрушечка. В заказике у меня было 5 штучек. Здесь вот немножко потемнее цвет. Ну, я уже рассказывала, потому что вот такой светло-сиреневый сюда не подходит, потому что из него я вяжу саму единорожку. Где-то кудри получались немножко подлиннее, хотя все так же я набирала 35 петель на гриву. В мастер-классе там, по-моему, 40, но я вяжу крючком поменьше, игрушка у меня получается поменьше, и сократила я на 5-6 петель вот эти вот кудряшки. Вот эти локоны вяжу всего лишь на 12 петель и хвостик на 15.
Ну, в общем, пришлось немножко изменить. Вот так игрушка у меня получается 20 сантиметров вместе с рогом. Так, если без рога, то, ну, 16. Но опять же, есть какая-то пряжа, допустим, вот это вот Дольче. Из нее игрушка получается немножко побольше. И здесь вот получается 21 с рогом. Без рога 18. Да? Ну да, где-то так, 17, 18. А если вот от ушка мерить, то получается 19,5, 20. В общем, не знаю, как мерить, но вот такая хорошенькая игрушечка. Так, цвета у меня здесь розовенький, бледно-розовенький, сиреневый. И мои любимые белая и молочная. Грива у всех одинаковая. Вот. Все так же там ротик, ноздри. Все здесь есть. Так. Это я показала. Далее хочу показать авокотиков. Некоторые даже спрашивали у меня посмотреть, какие они получились, но я их еще не показывала. Вот, показываю в этом видео. Вот такие вот малыши. Всем им я вставила практически разные глазки. Ну, конечно, приоритет у меня был голубым, потому что голубые подходят ко многим игрушкам. Вот. Носики здесь на безопасном креплении, так же, как и глазики. Ну, это все я вышила, Ярнар джинс. Хвост пришивался у меня, и ушки пришивались. Ну, и сердечки, понятное дело. А вот ручки и ножки были ввязаны. Давайте покажу и этот поближе. Есть носик вот такой вот с сердечком. Мне показалось, такой больше подойдет. Проблема была, конечно, с вышивкой вот этих вот усиков. Дело в том, что не всегда нитка попадает туда, куда надо, да. Одинаково вышить не получается. Голубой вот такой вот с зелеными глазками. Вот. Я их, кстати, сильно не набивала. Они такие достаточно мягкие, в отличие от других игрушек. Ну, я подумала, что такая игрушка, ну, не должна быть плотно набитая, чтобы вот эта часть не сильно выступала. Вот, сердечко я вообще не набивала, но оно и в мастер-классе не набивалось. Так, здесь вот такие сиреневые. Я вот как раз-таки очень давно заказывала такие глазки и поняла, что ну, некуда их было вставить, а тут прям совпало, что и игрушка подходящая, да, что ей можно такие глаза вставить. В общем, все сошлось. Здесь опять голубенькие, но здесь носик черненький. Он треугольничком, но немножко туда утонул. Мордашка такая наискосок получилась. Ну, здесь так петли выходят, то что либо в эту сторону была бы улыбка, либо так, ровно не получалось. Вот. Бровки я им не делала, чтобы они прям такие сердитые не вышли. Я думаю, и так достаточно хорошая игрушка. Можно за хвост ее таскать. Вот. Пришивала хлопковой ниткой хвост, поэтому, думаю, проблем не будет. И вот такой зелененький мне больше всех он нравится. Возможно, потому что цвет приближенный, да, к оригиналу, к авокадо. Ну и, ну вообще я просто люблю зеленый цвет. И в одежде, и так вообще во многом. Вот, как бы сиреневый люблю и розовый, но зеленый побольше. Но я люблю не именно вот такой темный, да, а вот чтобы он был какой-нибудь фисташковый, салатовый, ярко-зеленый. И вставила здесь вот такие вот коричневые глазки и коричневый носик. Вот. Что по поводу мастер-класса. Я вязала этих авокотиков по 2 мастер-классам.
Один мастер-класс у меня был взят за основу, то есть по нему я вязала основу авокадо. А второй мастер-класс, в принципе, как оригинал, да, это котик-любимчик. Ну, в общем, автора я не помню, но ссылку я оставлю на оба авокадо, ну, так как вязала по обоим. Оба мастер-класса платные, но один мастер-класс мне дарили, один я покупала. Ну и вот, да простят меня авторы мастер-классов, но я их соединила. Все дело в том, что в мастер-классе по любимчику лично мне не понравилось то, что нужно с отрывом нити вязать вот эту вот часть, переднюю и, наверное, заднюю. Я заднюю даже и не смотрела. Но, по-моему, там они одинаково вяжутся. Вот. Но это сугубо мое, ну, такое предпочтение. Я больше люблю цельновязанные игрушки, чтобы меньше пришивать. Я бы и ушки здесь вязала, но просто удобнее такие детали, которые неровно располагаются. Неровно. Ну, в общем, когда есть вариант, что я их неровно вяжу, то лучше их пришить. Вот, если я знала, что ручки ровненько будут, да, там ножки, то я их вязала. А с ушками там можно было накосячить. Вот. И хвост тоже. Ну, тут буквально пару стежков, почему бы его не пришить. Вот. Поэтому простите меня, но вот так вышло. Потому что у второго автора авокадик цельно вязаный. И ручки-ножки ввязываются у него. А у любимчика нужно пришивать. Вот. Но у кого нет проблемы с пришиваниями, то вам проще взять просто мастер-класс любимчика, и вы будете вязать точно такого же котика. Только там лапки, по-моему, вот таким вот цветом, но это уже каким вы захотите. Мне показалось так правильнее, что и ручки-ножки одного цвета. Так, долго, наверное, не будем на этом останавливаться. Так. Следующие игрушечки это уточки. Куда же без них? Это вот такие уточки Ляли. Также оставлю вам ссылочку на мастер-класс, но я думаю, уже все вязали, все знают. Да. Не связал только ленивый. Их еще покупают, как видите. Но говорят девочки, что где-то уже не смотрят на них. Ну, возможно, где-то маленькие поселки, маленькие города, и там уже все купили. Капюшончик снимается. В отличие от других уточек, у меня здесь вот такой вот клювик. Вот так он выглядит. Обычно у меня были вязаные клювики, но в этот раз заказчик попросил вот такие. И знаете, когда я их вязала, у меня было ощущение, что я что-то не сделала. Просто я там довязывала голову, допустим, до этого района, да, вставляла глазки, потом пришивала ротик этот, клювик, а потом уже набивала, заполняла, закрывала игрушку. А тут вставила два глаза, вставила клюв и сижу такая, думаю, что-то надо еще делать, а делать ничего не нужно. Вот. Так, я забыла измерить. Так, смотрите, игрушечка получается у меня с ушами 24 сантиметра. Ну, может быть, где-то плюс-минус. Ну, тут тоже 24. Да, ну, это большая уточка. 24 сантиметра. Пряжа здесь вся волос. Еще вот такая вот расцветочка. Вот, бледненькая, розовенькая. Ну, или как цвет Барби, говорят. Вот. У этой сделала щечки вот такие. Ну, чтобы оно отличалось. Потому что щечки у меня вязались из этого цвета. Вот. Так. В принципе, рассказывать нечего. Таких я уже связала очень-очень много. И больших, и маленьких.
Так, я забыла авокадика этого измерить. Вдруг мне придется еще вязать, я хочу знать, какой у него размерчик. Так, будем вот так мерить. 17 сантиметров, да? Ну, 17, 18, плюс-минус 1 сантиметр. Пусть будет из-за плотности, да, там из-за всего. Вот. Тут капельку ножек я, конечно, не буду мерить, но если мерить, то будет все 19. Вот. Ну, это так, для себя, и вдруг вам нужно. Конечно, размер будет зависеть от плотности вязания. Я вот вязала крючком 3,75. Если у вас будет 4, 4,5, либо, может быть, пряжа какая-то поплотнее, то и игрушка у вас побольше получится. Так. Далее у меня еще были вот такие вот малыши. Нет, не были, а есть. Вот такой вот единорожек. Это, кстати, все одна и та же схемка. Видите? Только здесь другая пряжа. Это Yarn Art Dolce Baby. И если вот так измерить просто по капюшончику, то у меня игрушка 15 сантиметров. Вот от капюшона до ножек. Потому что я здесь, ну, ушки не буду мерить, потому что разные бывают размеры, да? А здесь у меня получается 20. Ну вот, 5 сантиметров разница, ну и в объемах тоже есть разница. Так, вот такая единорожка. Кудри полухлопковые. Полухлопковые, да. Я подобную показывала, только у нее был сшитый клювик, а здесь у меня на безопасном креплении. Капюшончик снимается. Здесь вот узелки, но без них никак. Потому что как-то нужно гриве этой держаться. Так, клювик, кстати, здесь 24 миллиметра. А у этой удочки 3 сантиметра. Да, вот так оно выглядит. Кстати, клювик немножко крутится. Ну, не совсем прям так крутить можно, но можно поправить. Я его не приклеивала. Я не очень люблю все действия с клеем. Не знаю, нужно это или нет. Ну, и вот даже у мягких игрушек, которые продаются в магазинах, не всегда приклеено что-то. Обычно также оно крутится на безопасном винтике этом. Вот такая уточка. Вот такая. Вот такая вот панточка. Так. Всегда что-то цепляется. Вот. Здесь у меня пришито все тонкой ниточкой швейной. Поэтому, ну, как-то так, более-менее не видно. Вот здесь немножко проступает на камеру, но в жизни прям так и не видно. Видимо, сильно перетянула. Ну да, вот так, если видите. Ну, да ладно, это же у нас изнанка. Не будем об этом думать. Так, и последний это котик. Обормотик. Ну, вообще-то уточка, но в костюме котика. Здесь вот такой вот маленький хвостик. И это пряжа Воланс свитер, которая тоненькая. Так. Всех показала. Все покрасовались у меня в кадре. Ну и не знаю, показывать или нет. Ну, давайте хотя бы мельком. В прошлом видео показывала, но покажу еще в этом. В этот заказ у меня идут еще вот такие вот игрушечки. Это аксолотли. Тоже оставлю вам ссылочки. Мастер-классы платные, но, как видите, они востребованные. Игрушки покупают. Вот такие, в общем, зайчики. И вот такие вот динозаврики. Цены я, кстати, ставлю на них одинаковую. Здесь, допустим, у зайчика нужно ушко, да, вывязать. А здесь вышить полосочки, гребешок. И, в принципе, то на то по времени выходит. Да, у зайчика вот еще хвостик пришить. Вот.
Мордочки я сразу вывязываю, как вот у зайчика, и у динозаврика тоже так вывязываю. Я ранее делала пришивные, но вот мне сейчас нравится, чем быстрее, чем проще, тем лучше. Ну, в общем-то, не знаю, что тут показывать. Я их уже не раз показывала и в предыдущем видео, и ранее показывала. Вот. Так как это частые игрушки, я не буду на них заострять внимание. Так. Также еще были семечки. Вот такие вот милашки. Но я думаю, семечек только ленивых не связал. Они очень быстро вяжутся. Такие хорошенькие. Кстати, кто-то у меня спрашивал про размеры глазок. В общем, зайчику я поставила 7 миллиметров, а котику 8. Вот. Вот такая вот разница. Ну, сюда котику как-то маленькие не шли, а зайчику хорошо. Носик здесь у меня на безопасном креплении, бархатный, 11 на 9 миллиметров. Вот. Ну, так, на Алиэкспресс написано. Так. Еще у меня вот с такими глазками, черненький. Здесь 8 миллиметров. Вот. Конечно, в стоечке они смотрелись красивее, но пока так. Стоечка у меня на полочке. Но там с полочкой целая история. Наверное, я буду уходить с полочки, потому что у меня просто нет времени вязать туда игрушки. Я уже какой месяц вяжу заказы, и получается, что полка у меня простаивает. Там, конечно, продажи тоже идут, но по-хорошему бы туда почаще перевозить игрушки. Какие-то новенькие, маленькие, красивенькие. Ну, во-первых, полка очень далеко от меня находится, да. По городу я не езжу, да, сама. Сама не езжу. Вот, ну, а сейчас такой период, то, что нужно и ремонт делать на квартире, и я хочу сейчас немножко отдохнуть от вязания игрушек, заказов. Ну, или как там пойдет у меня. Хотя бы недельки 2 отдохнуть и просто платить за полку нет смысла. Так, еще вот такие вот черепашонки. Ну, 4 их. Все как в мультике. Вот такие миленькие. Тоже игрушечка быстренько вяжется. Ссылочку, где приобрести мастер-класс, тоже вам оставлю. Кстати, на полочке тоже купили. И на полочку я не успела довести еще этих черепашек. У меня их забрали в этот же заказ. Вот. Как-то так. Тоже игрушка цельновязанная. Ручки здесь привязываются. Пришивается, в общем, только панцирь. Такая быстренькая игрушечка для деток. Как брелочек. Недорогая. Самое то. Так. И последние игрушечки, которые добавятся сюда. Я их не вязала, они у меня были в наличии. Это вот такие вот зайчики из полушерсти. Вот. Это, кстати, моя схема. Она у меня есть в группе ВКонтакте. Конечно, из полухлопка игрушечки получатся маленькие, но вот из полушерсти, это Alize Lana Gold, они получаются довольно-таки хорошие. Вот это кроха. Все, забываю измерять. Так, смотрите, зайчик 13 сантиметров. Это из крохи получается 13 сантиметров. А из Alize Lana Gold 15 сантиметров. Если тут ушки по-другому пришить. Ну, в принципе, тоже 15-16. Я не помню. По-моему, я вязала крючком 2,5. Или, может быть, даже тройкой. Нет, наверное, 2,5. Потому что полотно довольно-таки плотное.
Вот. Такие малыши были у меня в наличии, и я их тоже добавляю к заказику. Довольно-таки актуально сейчас будет и вязать, и продавать, потому что будет скоро Новый год. Все на Новый год символы года покупают. Вот. И кто хочет такую быстренькую игрушку, можете проходить в группу ВКонтакте, тоже ссылки всегда под каждым видео у меня. Игрушка цельновязанная, пришиваются здесь только ушки. Ну что, вроде бы я все показала, все рассказала. В это видео мне больше пока нечего добавить. Оно и так довольно-таки объемно по количеству игрушек получается. Поэтому никакие покупки и другие рассказы я сюда не буду вставлять. Вот. Просто говорю вам огромнейшее спасибо за просмотр. Спасибо, что следите за моими видео. Поддерживайте меня морально там в комментариях. Спасибо огромнейшее вам, что вы меня поддержите и материально, и морально. Это все очень приятно. Спасибо огромное. Не обещаю, что буду часто появляться, но посмотрим. После такого большого количества игрушек хочется, конечно, перерыв. Получится у меня его сделать или нет, я не знаю, потому что у меня есть небольшой заказик, который у меня висит, который нужно доделать. Возможно, я тоже покажу его. Угу. Но, честно говоря, уже какой месяц подряд такими объемами вяжу, да, я устала, но, знаете, не физически, а, наверное, больше морально. Потому что на каналах, просто там ВКонтакте, везде выходят новые мастер-классы, новые игрушки, всякие там марафоны, онлайны. А я ни в чем не могу поучаствовать, потому что мне нужно вязать именно то, что заказали. От этого я немножко страдаю, но опять же, если я свяжу игрушки, которые мне хочется, не факт, что они сразу продадутся на полочке, либо кто-то их сразу купит. А когда игрушки уже заказали, да, конкретно какую-то модель, то я точно знаю, что там в конце месяца, либо когда я выполню заказ, я получу оплату. Это меня немножко сейчас мотивирует. Ну, наверное, по понятным причинам, да. Вязать в шкаф, либо продать — это две разных вещи. Раньше я, конечно, вязала просто в свое удовольствие, но сейчас у меня появились планы. Я хочу сделать побыстрее ремонт на новой квартире, и поэтому вяжу. Вот. Но все равно недельку отпуска мне нужно. Вот. Что-то я тут совсем заболталась, уже начала говорить лишнее, не по теме. В общем, еще раз всем огромнейшее спасибо. И увидимся в новых видео. Все, пока, до новых встреч.